Всем привет, друзья! Привет! Сегодня мы с Андреем проведем обзор этой красивой, светлой, просторной квартиры в современной классике, спроектированной нашей дизайн-студии. Самая главная ценность этой квартиры, конечно же, шикарный панорамный вид, открывающийся из гостиной. Но в этой квартире есть и уникальная сложность. Изначальная планировка квартиры была такое ощущение, что вообще не для жизни. Здесь не было нормальных функциональных зон, и нам пришлось заново эти функциональные зоны создавать. Давайте начнем обзор. Поехали! Когда вы попадаете в квартиру, первое, что вы видите, это панорамный вид. Мы спланировали все таким образом, что прямо от входа он вам открывается. Как я уже говорил, планировка этой квартиры очень сложная, с множеством изломов, радиусов и так далее. То есть у нее сложный очень периметр. И подсознательно в этой квартире хотелось найти симметрию в дизайне, чего мы долго очень добивались. И придумали вот такую вот симметричную ТВ-стену с двумя кессонами по бокам. И центр завязали с вот этим вот кругом на потолке, чтобы все было как бы симметрично в этой гостиной. Иначе здесь все просто разваливалось. Мы очень долго искали этот дизайн, чтобы вот он стал таким спокойным и симметричным. Есть такая мудрость. Вот то, что мы не можем скрыть, мы подчеркиваем и делаем красивым. Так случилось вот с этими круглыми колоннами. Это несущие колонны, на которых, собственно, стоит весь дом. Мы их задекорировали вот в таком немножечко античном стиле. Но это очень просто. Это просто наклеенные молдинги друг за другом на одинаковом расстоянии. Ну, в результате мы получили вот такую красивую колонну с канилюрами. Как я постоянно рассказываю, ковер является очень важным декором, очень важным объектом в интерьере. Ножки дивана обязательно должны стоять на нем. Здесь, по идее, должно быть еще кресло. Так вот, кресло обязательно должно стоять тоже на ковре. Тогда он объединит все предметы в одну единую композицию. Так же, как на потолке у нас есть красивый круг, который объединяет все вот эти изломанные, округленные стены в одну единую композицию, так же и ковер на полу соединяет все предметы. И у нас получается полностью органичное и единое пространство. На одном из наших объектов мы уже показывали диван Natuzzi с похожей функцией. Здесь она тоже присутствует. Это система автоматизации подъема вот такого реклайнера для ног. То есть мы одним движением, нажав кнопку, принимаем удобное положение, чтобы смотреть телевизор. Также здесь есть регулировка функции для спинки, то есть так же, как в дорогом автомобиле, вы можете буквально одним движением принимать удобное вам положение и менять форму дивана. И также здесь есть еще и удобная USB-розеточка, чтобы можно было залипать в телефоне, никуда не отходить, просто жить на этом диване. Насчет места установки обеденного стола мы долго, в принципе, не спорили. Поставили его непосредственно перед окном, чтобы наслаждаться за обедом прекрасным видом. И стол выбрали также прозрачный, и светильники над столом тоже прозрачные, чтобы ничто не мешало проникновению света в гостиную. Все в угоду тому, чтобы наслаждаться светом и видом. Дело в том, что заказчикам изначально на этой квартире не требовалась большая кухня. Они попросили сделать кухню такую номинальную. Мы кухню вписали вот в такой вот угол, ну то есть буквально почти незаметно. Она у нас в цвет стен практически и практически скрыта. Плюс все кухонное оборудование располагается отдельно в колоннах. То есть кухня разделена по факту на две функциональные зоны. Колонны вписаны в стену тоже так, чтобы не привлекать особо внимания. Зона мойки у нас оборудована комплектом от компании Майкири. Здесь подклеенная снизу мойка красивого черного графитового цвета. Она подклеена снизу, поэтому очень удобно смахивать от нее грязь. Здесь ничего не будет у нас застревать, прилипать. Слева находится дозатор для мыла. У нас нет яркой баночки Фейри, знаете, которая всегда раздражает и портит весь общий дизайн. Мы залили мыло внутрь, и оно очень легко отсюда достается. Здесь находится смеситель, тоже черного красивого цвета. Справа ручка для горячей холодной воды. Слева ручка, чтобы набирать воду. Из второго крана оттуда у нас идет вода из-под фильтра. Также здесь есть еще одна классная вещь, которую я многим рекомендую, которую многие почему-то ругают. Это измельчитель.
В чем его главный плюс? То есть я когда-то говорил, что нужно туда картошку чистить, еще что-то. Конечно же, это не надо делать, но всегда в смесителе всегда набивается какая-то, вы знаете, мокрые отходы, мокрая грязь, которую просто на нее смотреть страшно, не то что трогать. Так вот, чтобы ее оттуда не выковыривать, не выкидывать в помойку, которая везде вот так разбрасывается, я просто ненавижу эту процедуру. Здесь есть измельчитель, то есть мы нажимаем кнопку, и вся вот эта грязь перемалывается и уходит вниз в канализацию. Довольно сложно было сделать здесь необходимое количество санузлов в этой квартире, но у нас получилось, к счастью. Это вот один из санузлов, он такой длинный, узкий, но при этом функциональный. Здесь расположилась душевая кабина, раковина для умывания, круглая именно для того, чтобы ее легко было обходить, не ударяясь об углы. Соответственно, зеркало в пол с вот таким вот красивым встроенным смесителем. Санузел декорирован нетипично. Здесь у нас использована 3D-панель в цвете антрацит, обработана специальной влагостойкой краской. Далее керамогранит эталон, темный и светлый. Вот. Плюс декоративная штукатурка на стенах с эффектом шелка. Тоже, кстати, влагостойкая. Двери здесь обладают некоторыми особенностями. Вот глянцевая дверь, да, глянцевая эмали. Но весь периметр двери отделан вот таким вот алюминиевым кантом. Это для того, чтобы на двери не было сколов. Это реально очень практичная штука, ну и плюс добавляет какой-то графики в дизайн. Смотрится красиво. Практично и недорого, между прочим. Это на самом деле хозяйственная комната, и мы решили добавить в нее немного романтики, потому что хозяйственные комнаты, они обычно какие-то бледные, серые, такие унылые, что заходишь и хочется сразу выйти. Ну а здесь вот есть какая-то декорация, птицы, растения, красивая столешница. С другой стороны здесь находится хозяйственный шкаф, в котором у нас, собственно, сушильная машина, стиральная машина по традиции друг на друге. И далее здесь шкаф для пылесоса, сушилки, гладильной системы и так далее. Все вот поместилось здесь компактно, очень удобно. Сейчас мы находимся в спальне, и самый яркий элемент, на который стоит обратить внимание, это, конечно же, вот эта стена. Она как бы соткана из разных декоративных элементов. В центре находятся мягкие панели, они как бы вырастают из кровати до самого потолка, они разноразмерные и разнонаправленные. Справа и слева, рядом с тумбочками, вот это красивое бронзовое зеркало, а вокруг него декоративные зеркала из гипсовых молдингов. Обратите внимание, здесь очень необычные прикроватные бра. Это вот такие вертикальные светильники, которые направлены от кровати. То есть, если вы их включаете, то в кровати получается мягкий, такой легкий вечерний свет, но при этом он не бьет вам в глаза. Вся мебель в этой спальне из салона Danton Home. Наверное, это самая сбалансированная мебель по цене и качеству в этой стилистике. Я думаю, что за такую цену и такого качества вы вряд ли найдете мебель в нашей стране. Очень часто в задании от заказчиков фигурирует рабочий стол, совмещенный с макияжным по функции. Здесь такая же была тема. Нас попросили поставить стол. Вот в итоге этот стол оказался не макияжным, а только рабочим, пока никто за ним не красится. Стена за этим столом декорирована такими красивыми круглыми зеркалами. Хозяйская спальня спланирована в лучших традициях мастер-апартамента. Здесь есть вход в свою гардеробную и вход в свою ванную комнату, которую сейчас я вам и покажу. В хозяйской ванной мечта многих. Это отдельно стоящая ванна. Ванна из литьевого мрамора, довольно плотная. Такое качественное изделие. Плюс еще к тому хозяйская ванна располагает окном, что вообще мечта почти всех. В ванной зеркало во всю стену. В него можно смотреться как находясь в ванне, так и умываясь. Стены здесь отделаны керамогранитом эталон, светлый и темный мрамор. Стены глянцевые, полы матовые, чтобы не поскользнуться. Все канонически просто. Обязательно пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось в этой квартире. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые свежие выпуски. Под видео будут все ссылочки на наши соцсети. До скорых встреч. Пока-пока. Пока!